Всем привет! Меня зовут Мария, а это Су. И сегодня я расскажу вам о ее нарядах. Итак, знакомьтесь, это Су. Вы уже могли ее видеть, если смотрели другие мои видео с ее участием. Но сегодня я хочу познакомить вас с ней немного поближе. Итак, Су — это первая моя БЖД-кукла. Мы ее напечатали с моим мужем на 3D принтере. Модель самой куклы мы взяли в готовом виде из интернета. Изначально Су была в сером скинтоне, но этим летом мы перепечатали ее в том цвете, в котором она находится сейчас. Стоит сказать, что из-за своего размера и веса Су пока что не может стоять самостоятельно. Над этой проблемой мы с мужем работаем, и, быть может, в будущем разработаем для Су подставку. Свое имя Су получила в честь одной из солисток музыкальной группы Baby Metal. Что касается характера Су, то она очень добрая, милая и спокойная девушка, которая любит проводить свободное время за прогулками или чтением книг. Ну вот, теперь вы знаете о Су немного больше, а это значит, что мы можем переходить к ее одежде. С самого начала, когда Су у нас только-только появилась, чтобы она не сидела голая, я очень быстро собрала для нее так называемый наряд дикарки. Он состоит из 2 лоскутов черной ткани, один из которых быстро собран на резинку, а второй крепится к Су при помощи пояса. Я очень давно не примеряла этот наряд для Су и очень удивилась, что на видео он выглядит вполне прилично. Далее я уже решила более серьезно подходить к пошиву одежды для Су. Начать я решила с нижнего белья, и вот так вот примерно это выглядит. Нижнее белье для Су представляет из себя довольно свободного кроя топик и панталончики. Именно на этом комплекте я попробовала впервые детализировать одежду для кукол кружевом и декоративными резинками. Наступило лето, и мне захотелось сшить для Су белое платье. У меня еще оставалась ткань, которую я использовала в пошиве нижнего белья, и поэтому я принялась за работу. Думаю, стоит сказать, что в то время я только начинала шить одежду для кукол. Думаю, именно поэтому рукава у платья выглядят немного грубоватыми, а самому платью не хватает выточек на груди. Несмотря на это, мне очень нравятся те фотографии, которые у нас получились. Как по мне, Су в этом платье немного похожа на невесту. Хоть и предыдущее платье получилось немного не таким, каким я его задумывала, я не стала сдаваться и сшила для Су новое платье. Это платье получилось короче и пышнее предыдущего. К нему я добавила украшения на голову, рукава и вот такую вот обувь из ткани. Вместе со всем этим у меня получился целый комплект. И мне очень нравится, как волшебно и сказочно Су смотрится в этом наряде. Итак, двигаемся дальше. Далее я решила разбавить гардероб Су более повседневными вещами. Я купила черную и белую ткань в горошек и шила для Су блузку и штаны. А позже, когда чуть-чуть похолодало, я добавила к этому комплекту юбку, леггинсы и маленькие носочки. Теперь можно будет миксовать этот комплект между собой. Мне очень нравится то, как выглядит эта ткань в горошек. Но я также помню, как мне было сложно с ней работать, из-за того, что она очень струящаяся и требует деликатного отношения к себе. Кстати, именно для этого комплекта я купила для Су ее первую обувь. Это были вот такие вот сине-белые кеды с вдетыми в них шнурками. Вместе с этой обувью образ Су в этой юбке и блузке в горошек сложился до конца. Итак, двигаемся дальше. После этого я шила для Су купальник для фотосессии на пляже. О том, как мы возили Су на пляж и фотографировали там, у меня есть отдельное видео на канале, посмотреть которое можно во всплывающей подсказке сверху или по ссылке в описании. Кстати, у этого купальника получилось 2 версии плавок. Одна с более высокой талией, а другая с более низкой. Из-за моих экспериментов с термонаклейками у Су появилась вот такая вот забавная футболка с грибочками. Но, к сожалению, я пока не придумала, с чем она может ее носить. И последняя вещь для Су, которую я сшила на этот момент, это вот такая вот юбка в клетку. Изначально я планировала сшить сарафан, но на момент пришивания лямок я передумала и решила оставить его в виде юбки. К этому комплекту у Су появилась еще одна пара обуви. Эта пара вот таких вот
классических черных туфлей на небольшом каблуке. В заключение хочу сказать, что при пошиве одежды на Су есть свои минусы и плюсы. Плюсы заключаются в том, что Су – самая большая кукла по формату в моей коллекции. Формат Су 1:3. Из-за ее размера проще шить на нее вещи более сложного покроя, добавлять и декорировать детали. Что касается минусов, то, что голова у Су не снимается, создает некоторые проблемы. Ведь всю одежду на нее нужно шить с учетом пришивания липучек на спине, чтобы можно было снять и одеть куклу. Конечно, этот минус не касается юбок и платьев, в основе которой используется резинка. На этом все. Всем спасибо за просмотр.